Фанаты строят множество теорий о сюжете Варкрафта, происхождении разных сущностей и о возвращении забытых героев. Несмотря на то, что многие теории оказываются бредом, есть немало предположений фанатов, которые подтвердились. В этом ролике я хочу рассказать о 5 теориях, которые со временем оказались правдой, хотя в моменте они могли казаться глупыми и даже абсурдными. В последнем дополнении Ксалатат стала центральным персонажем игры. Ее таинственная сущность уже много лет будоражит умы игроков. Давно стало понятно, что она будет действовать подло и безжалостно. Увидеть коварство Ксалатат мы могли незадолго до завершения прошлого дополнения к Варкрафту. Но для понимания происходящего нам нужно знать лор одного старого и забытого персонажа. Существует заклинатель по имени Дренден. Это великий архимаг и некогда член Совета Шести. Этот совет правил Далараном и всеми подконтрольными территориями Киринтора. Этот великий титул доступен лишь самым лучшим магам Азерота. Дренден давно доказал, что достоин такой чести, однако судьба Дрендена была довольно печальна. Впервые Дренден упоминается в древней книге по Варкрафту «День дракона». Он одним из первых заподозрил, что Смертокрыл, которого, как считалось, убили в кампании за Темным Порталом, на самом деле жив. Дренден начал подозревать, что в Гримбатоле орки строят коварные планы, связанные с драконами. Он был близок к раскрытию предательства лорда Престора, а также косвенно поспособствовал освобождению Алекстраза из заточения. Незадолго до Третьей войны Дренден был одним из тех, кто осуждал печально известного мага Келтузада за его влечение силами некромантии. Позже Келтузад станет одним из главных слуг короля Лича Артаса. Однако после этого о Дрендене ничего не было известно. Его сюжетная линия внезапно оборвалась на ровном месте. Считалось, что он умер. Однако как и при каких обстоятельствах являлось загадкой. В World of Warcraft мы могли его встретить только как одного из персонажей во время путешествий в пещерах времени. Но внезапно для игроков Дренден вернулся в Даларан под самый конец Драгонфлайта. Мы могли его заметить во время квестовой цепочки Темного Сердца, которая должна была подытожить события дополнения. Нам нужно было провести расследование и узнать о судьбе мощной реликвии Темного Сердца, а также прознать о планах некой предвестницы. Еще во время подземелья Рассвет Бесконечности мы могли увидеть, как один из антагонистов уносит эту реликвию через портал бездны. Кстати, в этом портале мы могли заметить образ таинственной эльфийки на последних секундах катсцены. Это было толстым намеком на возвращение Ксалатат. Во время этой квестовой цепочки герои Азероты путешествуют по разным уголкам мира в попытках узнать больше о намерениях злодеев. В один момент игроки могут заметить, как архимаг Дренден вернулся в Даларан и мило беседует с другим архимагом. Это было максимально подозрительно, учитывая таинственное возвращение давно забытого персонажа. Диалог между магами тоже вызывал подозрения. Архимаг Крейлен говорил, что Даларану всегда нужны маги с такими талантами, как у Дрендена, и что он очень рад его возвращению. На это Дренден зловеще отвечал: «Я собираюсь использовать эти таланты с пользой. Можешь быть в этом уверен». Думаю, не стоит говорить, что это вызвало много подозрений со стороны игроков. На форумах начали появляться теории, что на самом деле Дренден не тот, за кого себя выдает. Возможно, он является самой Ксалатат или просто ее приспешником. Более того, это может быть намеком на то, что скоро в городе произойдет катастрофа, и Дренден будет играть в этом не последнюю роль. Это предположение быстро подтвердилось через несколько месяцев, когда вышло актуальное дополнение. В одной из начальных квестовых цепочек Дренден заставил игроков раскладывать специальные магические жезлы, чтобы усилить оборону Даларана. Однако, как позже оказалось, жезлы не усиливали оборону, а лишь способствовали уничтожению города. Когда Даларан был телепортирован в другое место, Дренден вскрыл свою истинную личность и показал, что все это время это было на самом деле Ксал-Атат. А настоящий Дренден был мертв уже в течение многих лет. Ну а по итогам начальной цепочки Даларан был уничтожен. Ну а предательство внутри Киринтора этому косвенно поспособствовало. Возможно ли предвидеть выход новых патчей для Варкрафта с помощью NPC? Я не говорю про случаи, когда персонажи могут своим существованием намекать на новый контент, как в случае с Дренденом. Я имею в виду то, что мы просто смотрим на NPC и говорим: окей, через 2 недели выйдет новый патч. Это звучит как тотальный бред, но так не считали игроки во время дополнения Легион. На Расколотом берегу есть некие заратианские ритуалисты. Они являются абсолютно минорными NPC, которые не отыгрывают никакой значимой роли.
Но одна вещь заставила игроков обратить на них внимание. Заклинание поддержания скверны, которое они используют. Заклинание имеет очень длинный каст, который длится в течение нескольких недель. Но самое удивительное происходило, когда каст завершался. В день завершения применения заклинания выходил новый патч или обновление. Сначала, когда завершилось применение заклинания, вышел рейд Анторус. Поначалу это казалось просто случайным совпадением. После этого культисты на несколько недель перестали использовать поддержание скверны, а потом еще через некоторое время снова начали использовать эту длинную способность. Игроки предположили, что когда в следующий раз завершится каст, то выйдет патч 7.3.5. Игроки рассчитали, что новый патч, судя по касту, должен выйти примерно 16 января. Тогда культисты должны были закончить ритуал. И новый патч действительно вышел в этот день. Неужели культисты снова смогли предвидеть новый контент? В новом патче культисты снова перестали использовать заклинания, а потом снова начали это делать через несколько недель. По такому же принципу игроки пытались рассчитать дату появления нового контента в Силитусе и нового Батлграунда. По расчетам игроков, это должно было произойти 7 марта 2018 года. Тут культисты немного прогадали, но были очень близки к истине. 6 марта Бурлящий берег был добавлен в список PvP Батлграундов. Но что здесь вообще происходит? Как культистам удавалось предугадывать выход обновлений? Это не выглядело как случайное совпадение. Культисты использовали заклинания не сразу после выхода нового патча, а только через неопределенное количество дней. Игроки построили несколько предположений. Безумное предположение было в том, что заклинатели культистов — это небольшая пасхалочка от разработчиков, чтобы давать понимание игрокам, когда стоит ожидать выход новых патчей, не объявляя об этом напрямую. Когда они уже знают, что в X день выйдет что-то новое, они запускают поддержание скверны, которое закончится как раз под момент выхода обновления. Но вскоре появилась реалистичная теория, которая ломала надежды игроков. Правда оказалась в том, что все это было одним большим багом и недопониманием со стороны игроков. Скорее всего, разработчики хотели сделать каст способностей этих культистов просто бесконечным, но в игре с технической точки зрения просто нельзя прописать бесконечность. Для этого нужно использовать просто какое-то огромное конкретное число. Один пользователь на форуме заметил, что интервалы между датами выхода контента почти равны числу 4 миллиарда 294 миллионов и так далее. Это число примечательное. Оно является максимальным значением, которое может хранить 32-битное число без знака. Хорошо. Но тогда почему культисты первое время стояли как обычные NPC и лишь через неделю спустя начинали использовать поддержание скверны? Ответ тоже был связан с техническими особенностями игры. Если упростить, то половину времени от этого числа заклинатели вообще не используют способность из-за ограничений числового типа в системе игры, а вторую половину используют. Из-за этого у игроков создавалось ложное впечатление, что разработчики сами в какой-то момент специально включают эту способность вручную, хотя на самом деле никто ничего не трогал, и это просто является особенностью движка. Хорошо, если все это совпадение, то как контент мог выходить ровно в те дни, когда заканчивался ритуал? Здесь объяснение тоже простое. Прежде разработчики всегда выпускали обновления в один и тот же день, когда реалмы выходили на техобслуживание. А в Легионе они еще и старались это делать с интервалом ровно в 77 дней. Поэтому, когда культистам несколько раз удалось предречь новые апдейты, это было просто удачным совпадением, а не планом разработчиков. Тем более, вскоре последующие даты, которые рассчитали игроки, перестали подтверждаться. Вот так вот, несколько культистов на расколотом берегу породили массу теорий и спекуляций в сообществе игры. В битве за Азерот раскрывается предательство вождя Орды, Сильваны. Мы узнаем, что она действовала в своих личных коварных интересах. Часть андедов разделяли ее идеи. Даже после предательства мы могли наткнуться на лоялистов Сильваны. Некоторые из них были закованы в цепи, другие делали вид, что Сильвана их обманывала, и они не понимали, насколько она плоха на самом деле. С последними NPC даже можно было поговорить и при правильном выполнении квестов открыть секретный диалог, благодаря чему можно было узнать, что эти «бывшие лоялисты» в кавычках по-прежнему преданы Сильване. Но игроки задолго до выхода битвы за Азерот предполагали, что предательство Сильваны или андедов вполне себе может произойти.
Такие подозрения могли возникать еще во времена ванилы, когда у игроков было немало вопросов по поводу того, а почему андеды присоединились к Орде после Третьей войны. С самого начала этот союз казался ненадежным. Сильвана, когда она и ее люди освободились от влияния короля Лича Артаса, пыталась защитить свой народ. Она отправила своих эмиссаров и в Орду, и в Альянс, чтобы заручиться поддержкой фракций. Эмиссар, отправленный в Штормград, был убит. А эмиссар, который направлялся в Орду, смог достучаться до представителей фракции. Отрекшимся удалось убедить Орду, что они хотят искупить вину прошлого, и якобы только силы шаманизма могут помочь им излечиться от их ужасного состояния. С большой неохотой и подозрениями Трал все же согласился принять их в состав Орды. Хотя Трал все равно подозревал, что Орда может об этом в будущем пожалеть. Если с сюжетными причинами все более-менее понятно, была еще одна причина, почему андеды все-таки оказались в Орде. Отрекшиеся во время разработки игры могли быть в принципе выкинуты из списка игровых рас. Тогда сюжет Warcraft 3 не был окончательно завершен, а Крис Мэтсон еще не был уверен в том, что он собирается делать с андедами дальше. Но из-за того, что многие разработчики хотели получить злую, крутую, брутальную игровую расу, их все-таки решили реализовать. И по образу они лучше относились к Орде, нежели к более светлому и доброму Альянсу. Но тем не менее, со стороны сюжета было немало намеков на то, что предательство этой расы может состояться. В ролевой книге по World of Warcraft прямо говорилось, что отрекшийся не считает своих союзников за равных. Они улыбаются им в лицо, но за спиной насмехаются над Ордой. Они считают Орду сборищем невеж, а также гордятся тем, что им удалось успешно манипулировать Ордой, чтобы заставить их принять в свой союз. Когда в гневе короля Лича произошло предательство Гнилоса, за которым последовала битва за Подгород, а также после того, как нежить начала в катаклизме вероломно действовать в землях Лордерона, обсуждения о потенциальном предательстве нежити получили новый виток развития. На форумах люди спекулировали, как и когда может это произойти. Некоторые игроки даже смело в начале 10-х говорили, что предательство Сильваны — это уже очевидный виток развития, и рано или поздно это должно было произойти. Сквозь призму времени можно сказать, что эти обсуждения оказались недалекими от правды, и Сильвана действительно предала Орду, правда по более непредсказуемым причинам и через много лет, в битве за Азерот. Артас – самый известный член королевской семьи Лордерона. Он предал свой народ, возглавил нежить и опустошал целые города. Однако у него есть менее известная сестра – Калия Менетил. Она росла вместе с братом и имела отличные с ним отношения. Когда Артас перешел на темную сторону и вместе с плетью пошел убивать своего отца, предполагалось, что Калия Менетил могла умереть. На форумах периодически появлялись предположения, что Калии все-таки удалось пережить вторжение плети и скрыться где-нибудь в более тихом месте. Люди считали, что разработчики не стали бы заявлять о довольно важном члене королевской семьи, чтобы тут же и завершить ее историю. Существовала распространенная теория, что Калия Менетил смогла сесть в Терраморе и стала тренером разбойников, который сейчас известна под именем Калия Хастингс. Якобы Калия могла иметь хорошие отношения с Джайной и отправиться вместе с ней в Калимдор во время Третьей войны. Игроки предполагали, что так она прячется и отрекается от своего прошлого, а о королевских амбициях она давным-давно забыла. Причина, по которой ее фамилия отличается от королевской семьи, в том, что она, по мнению игроков, вышла замуж за одного убитого смотрителя, которого мы могли встретить в Каражане. Долгие годы истинная судьба Калии оставалась загадкой. Фанаты верили, что она жива и когда-то вернется, и возможно мы раскроем ее замаскированную личность. Впервые полноценно встретиться с Калией игроки смогли в дополнении Легион. В этом дополнении мы узнали, что Калия Менетил смогла после прихода плети в столицу сбежать на юг Лордерона. Однако она не отправилась в Калимдор, как думали игроки, а смогла освоиться в другом месте. Она стала жрицей, которая помогала игрокам сражаться с Пылающим Легионом, а после вернулась в Лордерон и стала членом совета, который сейчас управляет нынешними отрекшимися. Так что хоть предположения фанатов о ее связях с тренером разбойников в Терраморе не подтвердились, персонаж действительно оказался живым. Ну и напоследок небольшая мелочь. Во время Дренора игроки могли встретить двух интересных персонажей в гарнизонах игроков. Каину Тень Луны со стороны Альянса
и Оулина со стороны Орды. Люди приметили этих двух персонажей из-за их сходства с Эльфийкой и Тауреном, которых мы могли видеть в ванильном синематике Варкрафта. Они были очень похожи по внешнему виду. По совместительству, два этих персонажа являются первыми соратниками, которых игроки получают в своих гарнизонах. Ни Эльфийка, ни Таурен не могут похвастаться какой-то интересной историей. Разве что Эльфийка, предположительно, имеет связь с вот этой Эльфийкой из старой карточной игры по Варкрафту из-за схожестей по внешнему виду. Возможно, разработчики сделали этих двух NPC просто как небольшую пасхалочку. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!